Всем привет, это канал Нерационалист. Здесь мы пытаемся говорить простыми словами о сложных темах. Это первое видео, не судите строго. Меня зовут брат Борислав, со мной сегодня брат Глеб. Брат Глеб. Да, и сразу первую тему, о которой хотелось бы поговорить, это рациональный подход к познанию мира, себя, вещей и так называемый преосененный подход к познанию. Тема может быть необычная, но она для нас на самом деле очень актуальна. Мы, поскольку находимся на духовном пути, познаем себя, окружающий нас мир и пользуемся определенным методом, определенными инструментами познания. И я хотел бы, чтобы мы разобрались, в чем разница подхода рационального и преосененного, с акцентом больше на преосененный, потому что рациональному методу нас учат с детства, родители, детский сад, школа, институт. Весь мир, он очень рациональный, рационализированный. Только определенные духовные школы пользуются такими понятиями, как иррациональная, нелогическая или непрямая логика, преосенение, иллюминация и так далее. Вот хотелось бы об этом поговорить. Брат Глеб. Ну, стоит, наверное, сразу подчеркнуть, что рациональное или логическое сознание, оно больше создано для объяснения, нежели чем для понимания. Потому что, собственно, как формируется понимание, мы не знаем до сих пор. И об этом очень много идет дебатов, и перелома на копий, и в философии, и в психологии. Почему? Потому что формирование какой-то идеи, мысли в человеке, оно очень многомерно. И, как правило, когда мы что-то понимаем, имеется в виду уже в образах, которыми мы мыслим, если мы уже можем это сформулировать на языке, которым мы общаемся, то поняли это мы намного раньше. То есть само познание этой мысли, какого-то этого внутреннего инсайда, мы пережили... Инсайта, да. Мы пережили раньше. Мы его пережили раньше. И он в этом смысле нерационален. Этот ключ познания. То есть мы вообще относимся к этому как, что познание, оно невозможно в ключе рациональном. Объяснение, да. То есть рациональная логика – это инструмент достаточно новый для человеческого сознания. Если брать в перспективе... Аристотель это что? Это 500 лет до нашей эры. Это 2500 лет. Это в сравнении с человеческим сознанием это ничто. И в нас гораздо больше того, чем люди пользовались многие сотни тысяч лет, чем вот этого рационального способа миропонимания и понимания вещей, который в своей эффективности не так уж и хорош. Для чего-то он хорош, для науки, для научного метода, может быть. А для более глубоких вещей это уже не так Вот совершенно. Я хотел, уточнить. Мы на духовном пути оставляем место рациональному в познании, если это касается каких-то бытовых вещей, условно говоря, не знаю, как электропроводку в доме провести так, чтобы она была эргономичная, экономичная, надежная и так далее. То есть это такой рациональный расчет, рациональный подход. Но уже, например, архитектура, да. здания, где тебе комфортно жить,
она в себя включает уже элементы, которые не поддаются рациональному. Ну, например, вот японское фэншуй. Возможно, его можно как-то рационализовать, почему камень должен находиться в этом месте, а не в другом. Но по большей части мы это описываем или объясняем понятием чувства. Мы чувствуем, что вот так лучше. А почему? Не знаю, как тебе объяснить. Ты или чувствуешь, или не чувствуешь. Почему такая должна быть краска на фасаде здания? Почему внутреннее пространство должно вот так быть оформлено? Вот на таком простом примере есть поле, которое может удовлетворить рациональный подход, а есть такие сферы, которые невозможно их рационально объяснить и познать, и понять. В целом рациональное сознание, оно имеет право быть, но если мы говорим в ключе духовного пути, духовного познания, то прежде стоит сразу определить, что такое духовное. Духовное — это нематериальное. Это нематериальное. И нематериальные вещи познавать тем сознанием, которое создано для материальных вещей, это малоэффективно. Это малоэффективно. И в итоге человек все равно бунтует против этого образа миропонимания. Еще его называют как сверхсознательное познание, то, что находится вот в измерении чувственного, но есть и измерение сверхчувственного. Это глубокие ступени проникновения в экстаз, в преосенение, экстаз, мистическое преосенение, мистический экстаз. В высоком смысле этого слова. Да, в высоком. Экстатика. Там, восхождение Мухаммеда на небеса или там множество этих образов, где мы знаем о мистических путешествиях. В суфизме, иранский суфизм — это совершенно, можно так сказать, каноническая, догматическая вещь, что познание не может быть рациональным. Ты не можешь говорить о суфизме, о пути суфия в рациональном ключе. Это сразу будет ложь. Ну, это тоже мы знаем эти фразы, что истина, выраженная в словах, становится ложью моментально, потому что это неуловимо. Но об этом стоит не забывать, когда мы на духовном пути приближаемся к определенным, так сказать, исчерпываем вот наш рациональный потенциал, и вот в этот момент человек становится перед выбором. Или я, допустим, начинаю искать другую школу, другой путь, потому что я не чувствую в себе прогресса. Или мы начинаем включаться в сверхрациональный порядок гносиса. Мы уже понимаем, что это прекрасная ступень, за которой начинается новое, то, что мы еще не знаем. И в этом смысле это укрепляет проходить так называемые ступени духовного кризиса. Базис рационального подхода — это критическое мнение, то есть критический подход. Подвергни все сомнению. То есть сомнение лежит в основе рационального подхода. Да. Это заложено Аристотелем, возможно, он это взял у кого-то, возможно, нет. Тем не менее, это основной ключ в науках. Декарт. Да, все подвергни сомнению. А что, если не так? Да. И у нас в нашей духовной школе этот ключ не работает. Он, по сути, служит препятствием. Хотелось бы понять, почему на духовном пути нужно отказаться от этого ключа, и что тогда лежит в основе преосененного подхода преосенения, в отличие от вот этого критического зерна при рациональном подходе. Ну, Почему не работает на духовном пути вот этот критика, сомнение? Или работает, может, я не прав?
Она в каком-то смысле работает, но если мы говорим о сверхрациональном познании, то вот как я говорил прежде, что понимание, оно формируется из многих вещей, которые происходят незаметно для нашего рационального сознания. Так же само вот при осенении некая новая озаренная мысль, которая провоцирует переустройство вообще твоего мировоззрения, твоего внутреннего миропонимания, эта мысль формируется в условиях, которые, казалось бы, на первый взгляд не имеют прямой связи с этим преосенением. То есть в духовной школе это обязательно послушание. К примеру, послушание – это один из основных аспектов преосенения, потому что ты должен брать от кого-то, а не от себя, определенные вещи, способы поведения, понимания, для того, чтобы сформировать что-то новое и точно не твое, точно не предвзятое с твоим рациональным сознанием, не опираясь на твой опыт. Также мы говорим, что это обязательно должно быть братство, обязательно братство, которое дает тебе нечто похожее на коллективное сознание. Обязательно нужны определенные обеты или, может быть, сказать проще будет, табу на некоторые вещи, которые препятствуют этому преосененному сознанию, которые заземляют, как говорят духовные люди, в порядок материальный. Я попытаюсь сузить вопрос. Мы принадлежим к пророческой традиции. В нашей традиции, в нашей генеалогии нашей духовной школы или духовного движения были пророки. Они в древности были, в средние века, не так давно, в 19-20 веке, и мы живем среди живых пророков также. Вот в связи с этим, с этой информацией, с этим фактом, допускается ли подвергать сомнению услышанное от пророка? То есть могу ли я себе позволить сказать, а действительно ли это так, как говорит пророк? Вот рациональный человек, он так поступит. И я, как рациональный человек, я так поступаю. Да. Но как духовный человек, я понимаю, что с этим самым я могу только мне доступна только какая-то вот эта форменная сторона послания пророческого, то есть капсула, просто слова, набор слов, сентенции, параграфы и так далее. А вот то, что идет помимо слов, между слов, то, что мы называем светом, благодатью, невербальным содержанием послания, тем самым отвергается, поддается сомнению и отвергается. И мы работаем только с контекстом, только с самим инструментарием каким-то, голым скелетом. Да. Да, это хороший вопрос, и сомнение имеет место только до того момента, когда мы определяем человека как пророка. Прости, помнишь вот эти диалоги у Платона? Он описывает эти диалоги, там постоянное поддавание сомнению. Ну да. Вот если так, а вдруг не так? А что если посмотрим с другой стороны? Постоянная жвачка, разжевывание, поддавание сомнению, перезадавание вопросов, в котором ты буквально увязаешь, как в какой-то болотной тине. Да, это, да и под вопросом вообще стоит оригинальность этих мы говорим диалогов. о доступных, да, переведенных уже. И, возможно, они гораздо ближе к нам по времени, чем мы думаем.
Дело в том, Сомнение, что сомнение. сомнение, оно может быть только до того момента, как ты для себя принимаешь решение, что человек, говорящий вот это пророк. Да. Потому что пророк говорит вещи, в принципе, не существующие в мире и неизвестные до этого момента. Он говорит на непонятном еще языке. Он выражает... Хотя часто пользуется существующими Да, словами. это намного сложнее и намного По-другому его не поймут. медленней замедляет передачу вот вести, которую он видит. Но с того момента, как ты принимаешь для себя это решение, сомнение – это запрещенная вещь. Почему? Потому что это пилить сук, на котором ты сидишь. Ты уже стал на путь познания. Ты можешь интересоваться, ты можешь углублять твое понимание, но это не сомнение, это не перечение, это не выставление в оппозицию какого-то иного мнения. Потому что тогда само слово «пророк», оно теряет свою суть. Если ты к человеку относишься как к человеку, который обладает таким же сознанием, как и все, и говорит о тех же вещах, о которые вот практически всем доступны. И здесь появляется вопрос, а какова природа моего внутреннего сомнения? Что во мне сомневается? Это тоже очень важно. То есть пророческое послание, оно во мне вскрывает нечто уже вложенное во мне, которое входит в конфронтацию с новым посланием, с новой вестью. Да, и это неизбежно, и более того, это крайне необходимая вещь на духовном пути. И это вот то, что вскрывается, по сути, это шлак моего цивилизационного формирования. Да. То, чего я наелся в школах, в институтах, в разных книжках прочел и так далее. Да, именно новая весть, она вызывает разрушение всего старого понимания. И быть способным пройти это разрушение, это вот многосложная вещь, которая состоит из братства, из послушания, из девства, из доверия, вверения себя премудрости. Ты сейчас сложнейшие вещи. Заспойлерил наши следующие видео. Это все мы будем в следующих видео, даст Бог, анонс, затравочка. Хорошо, допустим, мы сейчас оставим в сторону рациональное, о нем мы много сказали, преосенение. Преосенение как метод. Преосенение не как одномоментное состояние эврики, как у Архимеда, когда он в ванную залез, вода выплеснулась, и он открыл свой закон вытеснения телом жидкости. Да. И воскликнул «Эврика», или яблоко Исаака Ньютона, которое упало ему на голову, и вот он открыл, мозги. Да, он преосенился. Но это одномоментное состояние. Мы же говорим, и хотелось бы все-таки поговорить о преосенении как о методе. И дать какие-то характеристики этого метода. Можно ли ему учиться, можно ли его развивать. И что самое основное, что самое главное, это что лежит в корне. Преосенения, мы разобрались, в корне рационального лежит сомнение. А что лежит в корне преосенения как метода? Это глубокий вопрос. Одним словом не определишь этот корень. Но, опять же, чтобы не повторяться, может быть, чистота какая-то внутренняя... Детская невинность. Наивность определенная, которая опасна в современном мире. Если ты будешь слишком наивным, тебя обязательно обманут, тебя обязательно используют и тому подобное. Это по сути как оскорбление сказать, что ты ведешь себя как наивный ребенок. Да, это
Это печать такая, проклятие недоразвитости тебе Да. ставят. Христос говорил, вы должны быть как дети, а мы сейчас И для взрослого человека стали это взрослыми. очень сложно добиться такого вверения. Но одновременно это сильнейший ключ, который дает духовное продвижение. Человек, обладающий таким сознанием, наивным, детским, он Пытливым. одновременно он является инструментом и обладателем премудрости. Это не есть что-то такое, как академическое знание или эрудиция. Это премудрость, которая действует в тот момент, когда это действительно крайне необходимо. Не по желанию человека, но по необходимости ситуации, в которой он находится. И, конечно, преосененное сознание, преосенение, оно возможно для освоения, оно возможно и оно имеет свои, скажем так, духовные упражнения, которые, совершая, мы научаемся этому методу. Это молитва. Молитва, она очень помогает преосенению, формированию новых образов. Прости, молитва конкретная или молитва как Не, молитва как делание. Мгм. Молитва как практика, как упражнение. Упражнение — это нечто, что мы делаем каждый день, Мгм. условно говоря. Также это тоже упражнение послушания. Мы должны жить по воле, которая не есть наша. Это очень важно, потому что мы вообще привыкли, и это ставится как идеал жизни, как ценность, так точнее будет, жить своей волей, творить свою волю. Это неплохо, это хорошо. Более того, мы говорим, что доподлинная собственная воля, она достигается с большим трудом и на духовном пути гораздо быстрее, чем в порядке мира. Здесь нужно сделать оговорку, что нам, людей постсоветского пространства, жить своей волей еще чувство, которое не до конца знакомо. Если знакомо, то оно больше в таком анархическом, вседозволенном ключе воспринимается и используется. Потому что мы вышли из рабства в дикую такую анархическую свободу, в беспредел, где нет предела. И мы даже не знаем, что такое жить по своей воле. Ну да. То есть мы 90-е жили на инстинктах, таких очень анималистических инстинктах выживания. 2000-е это был выход из 90-х, и вот 10-е закончились, вы вошли в 20-е в полной прострации, непонимание, что нас ждет. И... Более того, человек, да и не только постсоветского пространства, постоянно подтверждает свое отречение от свободной воли. Тем самым он припоручает власть, припоручает свою волю правителям, он верит в выборы, он верит в то, что да, среднее образование государство... обязательное, среднее образование да, тебя уже лишает воли, ты да, не имеешь права это выбора. Вот чисто этот Левиафан Гоббса, завет между обществом и государством, Да. что я припоручаю свои свободы, отказываюсь от своих свобод, а государство мне дает блага, да, комфорт. Давай сейчас не будем, это мы отдельно оставим. Все-таки вернемся, ты сказал молитва. Корень, основание пресненного подхода — это детская невинность, пытливость, желание познать, желание удивиться. Да. И способность удивляться, как удивляется всему ребенок. То, что у родителей вызывает такую не поверхностную, а высокомерную ухмылку. Ну да, малыш, радуйся, ты вот увидел растение, увидел животное, увидел птичку на море первый раз. Это очевидным примитивным вещам. Да, у взрослого человека уже не вызывает, такие вещи банальные не вызывают восторга,
потрясение, а у ребенка вызывает. И вот в связи с этим вопрос, это детская невинность, это то, допустим, мы утратили, признаем, что мы ее утратили, мы такие стали очень зрелые, взрослые, умные, все понимающие, все знающие люди, так что нам тошно от самих себя. То есть у нас все понятно, мы начитались популярной литературы, Насмотрелись с интернета. да, насмотрелись Ютуба. интернета, ютуба, и все мы теперь знаем, все понимаем. А если не знаем, Google окей. Да, Google окей. Вот признаем, начнем с того, что мы признаем, что у нас мы потеряли. Да, это вот как раз и есть один из базовых ключей. Это сказать себе, прежде всего, что я не знаю. Потому что вот опосредованность вещей, ведущая к приосенению, она вот так и работает, что когда я принимаю волю брата, ближнего, я отказываюсь от гордости, я отказываюсь от своего мнения. Если, иначе говоря, я говорю, я не знаю. И в этот момент мы становимся табула раса, мы становимся чистым листом, готовым к восприятию. Но гордость — это настолько сильная вещь, настолько глубоко сидящая в личности каждого человека, что победить ее — это колоссальное усилие жизни, это усилие, возможное, опять же, в определенных условиях. И вот это как один из ключей к приосенению. Нужно прежде всего сказать «я не знаю». Я готов. Не умею приосеняться. Второй ключ — это вещи, которые я знаю, я должен их, как сказать, удивляться им вновь. Научиться удивляться тому, что ты видишь каждый день. И в этом смысле есть духовная рутина на духовном пути. Ну, к примеру, кто-то скажет, ну, зачем молиться там каждый день, это фарисейство. В определенное время. Одни и те же молитвы, то же время. Все это фарисейство, все это старая модель христианская, исламская. Там. Но суть в том, что ты никогда не читаешь одинаково то же, что ты читал вчера. Ты удивляешься каждый раз, открывая для себя что-то новое. И вот это удивление, это есть элемент или начало приосенения. То есть оно всегда проходит эту ступень удивительного, удивленного озарения. Мы, наверное, не можем не затронуть такой аспект подхода, приосененного подхода, как наследие от учителя. То есть на нашем примере мы можем сказать, что приосенению или удивлению, ликованию, радости от открытия новых горизонтов, новых ступеней познания себя, ближнего, окружающего нас мира, мы учимся от нашего учителя. Он такой по природе, по естеству или по дарам, одаренности свыше. Мы даже в этом особо и не нуждаемся разбираться. Он такой, и в этом плане он для нас служит как эталон некий. Потому что в свои 70 с лишним лет человек, который прочел тысячи книг, который на духовном пути, серьезном, аскетическом духовном пути уже несколько десятков лет, который знаком с широкой и глубокой духовной традицией и лично знаком со многими духовными лидерами, в своем возрасте, таком старческом, он сохранил удивительную черту характера и своей природы, как способность удивляться простым вещам. Да, удивляться тому, что ты ему говоришь,
будучи настолько ниже в духовном гносисе, Да. ну или позади, скажем Да. так. Ну, как ученик, ты и его он ученик. удивляется вместе с тобой так же само этому, как будто он этого не знал. И он подхватывает твою мысль и ее разворачивает гораздо глубже и шире, чем ты изначально ее видел и понимал. И тебе возвращает ее уже обогащенной. То есть у него нет проблем приосениться от мысли своего ученика. Да, пожалуй, это одна из самых важных вещей и обязательных на духовном пути. Это как раз принять такие печати, пережить этот опыт, увидеть вживую, собственными глазами, что это действительно так, это действительно возможно в таком возрасте жить наивным сознанием и быть при этом мудрым старцем, быть при этом человеком, ну, имеющим достоинства, все достоинства взрослого, зрелого человека. Могу тебя, может быть, корректно, некорректно, лично спросить, тяжело приосеняться? Бывают состояния, что очень тяжело приосеняться, и бывает, что легче, но, как правило, да, тяжело. Можешь поделиться... Может даже сказать, тяжело начинать? Да. Тяжело начинать, но переосеняться это всегда очень приятно и радостно. Ну, в принципе, даже наша физиология, она настроена на познание нового. Иначе говоря, допустим, человек переживает духовный кризис, психологический кризис, депрессию. Почему? Уперся в потолок. Как правило, это из-за рутины, из-за серых будней у человека исчезает новое, исчезает пространство для познания. И это становится началом депрессии, тяжелых состояний. И наш мозг, даже на уровне вот, там, эндорфинов, серотонинов, всех этих нейромедиаторов, он реагирует на новое, на познание, на новую информацию, на новые переживания. Он реагирует чувством внутренней радости. То есть мы переживаем это как нечто хорошее и благое для нас, даже в физиологическом ключе. Тем более это приветствуется на духовном пути нашей душой и нашим духом. Познание нового. Познание как новое, это означает, что ты находишься в движении. А если ты находишься в движении, значит ты не стоишь на месте. Потому что стояние на месте – это не живое. Это не живое. Это что угодно, но это не живое. То, что есть живое, оно не может быть статично. Поэтому, чтобы ощущать себя живым, надо иметь динамику жизни. Но чтобы иметь динамику жизни, не надо иметь ее в внешнем порядке. В порядке, то, что называют духовные люди, порядок профана, который находится вне храма. Это движение должно быть прежде всего внутри, во внутреннем храме. Движение обновления. Мы немножко замудрили. Я думаю, все понятно. Да? Внутренний храм. Ну, если Царство Божие в небе, значит птицы вас обгонят. Ну, мы говорим Царство Божие внутри о вас. сложных вещах простыми словами или стараемся. На самом деле нам самим очень непросто говорить простым языком. У нас есть такая профдеформация, поскольку мы люди сугубо посвященные духовному пути, мы в этом варимся, мы постоянно общаемся на эти темы. Это то, чем мы живем, по сути, 24 часа, 7 дней в неделю. Нам очень сложно простым языком объяснить. Сколько вы лет на духовном пути? 16? Ну, с моментом встречи с нашим движением, с нашей общиной, да, 16 лет. 16 лет, я тоже. Где-то так, 16. Да, и вроде и много, но в то же время подумаешь, что очень мало познал за эти Да, 16 в категориях времени сложно передать Хотелось бы те больше. ощущения внутренние. Да. Единственное, что вот поделюсь
таким внутренним переживанием, внутренним открытием, что, наверное, вы тоже его переживали, что когда ты испытываешь преосенение, осенился от чего-то, озарился от чего-то, это вскрывает внутренние энергетические каналы, внутренние источники энергии. Ты буквально прыгаешь, окрыляешься. И, казалось бы, еще 5 минут назад у тебя особо-то энергии не было. Но вот ты читаешь книгу или беседуешь с братом, или молишься. И наступает клик. Преосенение — это всегда клик, это всегда вспышка. Ты что-то видишь, понимаешь, видишь, ну, не как галлюцинация, а внутренним зрением. Сейчас закопаю сам себя этой терминологией. Хотел сказать, что преосенение — это всегда прилив энергии. И по сути, чем больше ты и чем чаще ты преосеняешься, тем больше в тебе этой самой светлой, доброй энергии, потому что она добрая энергия. И преосенение всегда оно со знаком доброты. В нашей духовной школе, по крайней мере, это так. Не бывает злого преосенения. Преосенение в сторону зла мы не называем преосенением, это помрачение. Это омрачение, это злой гений. Мы в эти дыры не смотрим и вам не советуем. Да, мы говорим, черное место, это убийство, это все своя форма познания зла. Да. То есть переступаешь человеческое, чтобы познать. Ну, в этом ключе ты идешь не на духовное небо, а в духовный ад. Да, и поэтому нужно очень чутко соблюдать гигиену, духовную гигиену, что ты читаешь, с кем ты общаешься, какие источники информации. Это очень важно, потому используешь. что засорить ум дурными мыслями гораздо легче и быстрее, чем очистить его. И когда ты Уже даже после того, как ты очистил ум, ты опять его можешь засорить. в доли секунды, и человек, который действительно проделал какой-то объем работы по очищению своего ума от негативных злых мыслей, Воздержание. он очень ценит это состояние и не поддается на вот такую легкую и повсеместную информацию, которая тебе предлагается как нечто бесплатное. Нет, не все можно пускать в голову. Накопленный опыт преосенения служит также, по сути, некой мерой внутренней, мерой вещей, мерой восприятия, что есть благо и добро, а что есть мусор. Потому что после преосенения ты уже не можешь спускаться, по крайней мере, не почувствовав, что это нечто ниже, низкое, недостойное по сравнению с той высотой, которая тебе открылась в состоянии преосенения. Например, тебя преосенила тема, например, твоего внутреннего содержания. Ты говорил духовный храм, внутренний храм, духовное сердце, содержание твое. Ты преосенился, ты это пережил, и потом смотреть опять же на себя как на обезьяну, или вот как нам предлагают современные популярные писатели типа Харари, как некое такое эволюционное... Гениталии машин. Да, какое-то нечто ходячее гениталии. Детородные органы Да. искусственного интеллекта. Да, это будет все интересно, но до тех пор, пока ты не пережил настоящее преосенение, которое всегда приходит свыше, это всегда посещение послания небес. Во всех духовных традициях пользовались такой метафорой, как некий посланник свыше. Это может быть ангел, это может быть муза, это может быть в зороастризме фарагар, который приносит тебе облако озарения.
Это всегда приход свыше. Да, Приход не наркоманский, простите, а это связывается посещение. со светом, это связывается с огнем. Огонь — это вот та энергия, о которой вы говорили. И очень важно... Давай на «ты». На «ты», о которой ты говорил, и твой внутренний. Мы вместе. И твой двойник небесный. У нас, согласно зороастризму, есть двойник на небесах, совершенный, непорочный, и однажды мы с ним встретимся. Я хотел сказать, что о приливе сил, энергия. Это действительно важный момент, он как раз помогает понять лучше преосенение. Вообще, усталость как таковая, вот мы ее переживаем, отсутствие энергии, усталость — это больше эмоция, чем физическое состояние. Это ментальное состояние. Это даже сказать практически 100%. Но 99 случаев из 100, когда мы себя чувствуем уставшими, это эмоциональное состояние. То есть это чувственное состояние, которое не выражается вот рационально. Это то, что мы чувствуем. И преосенение, оно также во многом находится вот в измерении того, что, как мы чувствуем, в измерении наших чувств. Но чтобы быть уверенным в том, что твои чувства не искаженные, что твои чувства не ведут тебя неправильным направлением, очень важны вот предыдущие все условия, о которых мы говорили. Это братство, это послушание, это путь очищения, это работа над своим умом, это добрые мысли, слова и поступки. То есть мы все время поддерживаем себя в состоянии, в котором те чувства, которые мы переживаем, не вызывают чрезмерного сомнения, скажем так. Оно есть всегда у тебя, элемент сомнения по отношению к тому, что ты чувствуешь. Но если ты не совершаешь отступлений от духовных, это называется коны, уставы арты. Если ты не отступаешь, Прости, это, уставы арты. это надо будет объяснять. Арта. Это терминология зороастрийская. Истина. Рациональный подход. Основа его скепсис, сомнение, все подвергай сомнению. И по сути рациональный подход, рациональное доказательство Бога, рациональный взгляд на человека невозможен. Невозможен, именно поэтому рационалисты, они отвергли идею Бога, как бы ни пытался Декарт или Аристотель, или кто после них доказывать языком рациональным присутствие Бога, они все пришли к тому, что от этого легче отказаться, чем объяснить. То есть он несостоятелен в этом ключе. Да, идея Бога, она очень важна для человека. И не интересен и пуст. А преосенение, основа преосенения — это все-таки детская невинность, открытость, умение радоваться. Да, умение радоваться очень важно. Это не так легко. Это нелегко, особенно когда ты отказываешься от привычных ну и разный жизненный методов. опыт. Да, и разный жизненный опыт, если такой очень негативный жизненный опыт. Человек, который прошел очень много таких страданий земных, ему тяжело радость дается. Но тем не менее и такому человеку, даже возможно и чаще такому дается гораздо сильнее пережить преосенение, гораздо глубже, ему открываются такие глубины познания, несравнимые с человеком, который не прошел путь страданий, у которого жизнь была довольно гладкая, но и радость у него такая, как горение соломы. Она такая быстрая, яркая, то есть яркая, но быстрая. И мы сказали, условия необходимы, все-таки нужен учитель, от которого ты учишься, да. Потому что мы потеряли это качество преосенения. Мы учимся, нужно усердие, то есть нужно регулярно совершать малые усилия
выводить себя из состояния помрачения в состояние преосенения. Что этому помогает? Стоит отметить, что человек, способный удивляться в современном обществе, вероятнее всего будет классифицирован как человек недоразвитый или человек, имеющий психологические расстройства, заболевания. И не стоит удивляться, если, допустим, человек, который вот вызывает у вас такое переживание, что он действительно умеет удивляться вещам, которым мы забыли удивляться, что он может быть, скажем так, деклассифицирован, то есть обществом, и это вполне нормальная вещь, поэтому массовых явлений, вот таких переосененного движения, то есть массового, это его нету и не стоит этого искать. Да, это все-таки путь немногих. Да, этих людей надо уметь видеть, надо иметь образ их как ценность и, как сказать, рядом с ними преосенение дается всегда легче, чем в отдалении. И учитель — это обязательное условие, потому что оно в себе содержит вот все концептуалы, такие как девство, как чистота ума, как послушание, как братство. Это многосложная тема, возможно, да, одна из будущих. это отдельная тема. Благодарю, брат Глеб, за беседу. Переосененную. Не судите строго, это первая беседа. Мы переосенялись в настоящий момент без подготовки. Да, канал наш мы создали, чтобы именно простым, доступным языком. Сегодня, может, не получилось довольно просто говорить. И мы признали, что у нас профессиональная деформация. Нам сложно говорить простым языком. Вот этот парадокс, нам сложно говорить простыми словами, но давайте согласимся, что всему миру сложно говорить простым языком. Мы пользуемся тем мусором интеллектуальным, теми словами, смысл которых сами порой не до конца понимаем. Будем учиться, будем упрощаться вместе с вами, поэтому приходите на канал, приглашайте своих друзей, подписывайтесь, предлагайте темы в комментариях, делайте замечания, реагируйте на наши тезисы. Все это приветствуется. Кстати, кто-то сказал, может быть, вы в комментариях отметите, найдете, что с нами случилось, кто-то из великих людей, что мы перестали удивляться деревьям. Это вот приблизительно об этом, что то, чему удивляется ребенок, мы перестали удивляться. И, возможно, те, у кого есть дети, рядом с ними, вместе с ними вы можете пережить в определенной мере опыт преосенения. Так что не расстраивайтесь, если в ближайшем окружении вы не находите помазанника, учителя, духовную общину. Да. До следующих встреч. В следующих видео мы поговорим о таких темах, как мужчина и женщина, Бог, человек, природа, крест, путь, эмоции, община, семья, монашество, аскетизм, политика, апостольство, история, взгляд в будущее, наука, школа, эстетика, этика, культурология, музыкология и о многих других темах. Приходите на канал, подписывайтесь, приглашайте своих друзей, оставляйте свои мысли в комментариях. До встречи!